Кибергринд, кибербойня или же выживалово. Стиль паука. Это бесконечный режим с волнами, усложняющимися по мере их прохождения. Арена рандомно выбирает любой из 38 имеющихся на момент видео паттернов и спавнит на них врагов. Магазин врагов представляет собой, как бы странно это ни звучало, закуп врагов. Валютой же являются условные очки. Они с каждой волной увеличиваются в количестве, тем самым производя рост числа противников на арене. То есть это выглядит так. Условный филф будет стоить 1 поинт, как тот же стрей будет 2. Числа правдивыми не являются, это лишь предположительные значения. Система спавна врагов зависит от количества пройденных игроком волн. Конкретные значения представлены на видеоряде. Также помимо этого рядом цена того или иного противника в точных значениях игры. По поводу Radiance особо ничего говорить не буду, так как это банальное усиление врагов. Каждому врагу присваивается определенный множитель хп и скорости. На видеоряде предположительные волны появления определенной Radiance версии врага. За актуальность этой таблицы не ручаюсь. Движение — это жизнь. Самое важное на арене — передвигаться быстро, максимально хаотично и непредсказуемо для врагов. Важным атрибутом такого мувмента является bunny hop, грамотный air control, никакого бэктрека и правильное использование стамины. Помимо базового передвижения упомяну крюк и ракетницу. Когда вы используете крюк, то важно его как можно быстрее отпустить. Это необходимо для того, чтобы обратно вернуть управление в АСД в воздухе и избежать прямого попадания по вам. Ракетницу можно использовать в связке с баннихопом, но лучше всего в Rocket Ride. Вам может это показаться сложным, но на самом деле важно запомнить эту простую комбинацию и немного попрактиковаться. Насчет самой платформы, крутитесь вокруг нее, и при необходимости нанести большой урон, занимайте угол и подманивайте туда врагов, попутно уворачиваясь и при возможности парировать. Пройдусь кратко по каждому оружию. Пирсер – один из лучших способов быстро восстановить потерянное здоровье. Марксмен. Ну, вы и так знаете, крайне ультимативная вещь, способная умножать наносимый урон и продлевать некоторые эффекты. Шарпшутер взрывает прожектайлы, что временами может быть полезно. Лучше всего использовать на паттернах, где есть стены, которые стоят друг перед другом. Альт-вариации особо ничего нового не вносят, за исключением пробивного выстрела и одного заряда у шарпшутера и более долгого у пирсера. К слову, урон ощутимо увеличивается, а также выстрел в тайминг сплитшота монеты прокрутит револьвер, который вы в данный момент держите, и перезарядит остальные, если они были на КД. Синий дробовик. Практической пользы гораздо меньше, чем от его альтернативной версии. Синий джекхэммер дает возможность нанести кучу урона, не прилагая особых усилий. Да и вдобавок, спам кор эджектом с любых расстояний. Бесспорно, лучший вариант. Зеленый дробовик. Оверпамп, не более. Ну, может еще и Projectile Boost. Зеленый джекхэммер. Возможность заряжать атаку во время хитстопа дорогого стоит, но это сингл-таргет оружие, поэтому уступает обычной вариации. Красный дробовик. Практической пользы от обычной версии куда меньше, чем от альтернативной. Красный джекхэммер. Будет гораздо полезнее обычного. Во время удара можно отбить пилу, что может нанести поверх обычного удара джекхэммера еще больше урона. Так еще и буквально лучший способ восстановить утерянное здоровье. Красный нейлган. Ваш лучший друг на любой волне. Способен вмиг уничтожить всю мелкотню и серьезно надамажить жирных врагов.
Красный пиломет. Лишается возможности стрелять гвоздями в обмен ускоряя зарядку кабеля, но зачем, если на арене ваши противники и так будут быстро умирать, а эффект кабеля также срабатывает и при смерти врага? Синий нейлган. Магниты, гвозди, нагревает зеленую вариацию. Синий пиломет. Если вы хотите иметь возможность быстро разрядить кабель, чтобы, к примеру, ваншотнуть массу, то это ваш выбор. Зеленый нейлган. Используем только после синей вариации. Зеленый пиломет. Иногда наносит много урона, но я бы предпочел оставить обычную вариацию, только из-за гвоздей. Синий рейлган. Если во враге есть гвозди, то активирует эффект кондуктора. Крайне полезен при убийстве скоплений и сингл таргета. Красный рейлган. Нюк. Не более. Синий ракетомет. Rocket Ride, синергия с Джахимером и взрыв делает его вашим вторым лучшим другом на арене. Зеленый ракетомет. Ваншот серберов, стан инсурекшионистов. Крайне хороший комбо-стартер. Красный ракетомет. Возможность поджигать врагов и продлевать горение. Лучше всего использовать перед началом волны. Зеленый рейлган. Лучше используйте что-нибудь другое. Я серьезно, превращать врага в хилку того не... Оружие, которое ненавидело все скилловое комьюнити ультракилла, считало мусорным и непригодным к использованию в кибергринде, оказалось лучшим спасательным мешком. Дело даже не в отхиле или уроне. Скрюдрайвер делает вас буквально неуязвимым от харддэмэджа на время его действия. Как оно работает? Скрюдрайвер при контакте с врагом начинает его пилить, вызывая фонтан крови и мгновенное восполнение здоровья. Но помимо перечисленного не дает стилю упасть ниже текущего уровня и тем самым минимизирует большую часть харддэмэджа. Да, понимаю, можете возразить, ведь им достаточно проблематично попасть. Но держите в голове, что ваша цель не какой-нибудь хиленький Моррис или кто-то еще, а именно инсурекшионист. Его можно застанить зеленой ракетницей и после легко попасть рейлганом. Советую хотя бы попробовать поиграть с ним, вы точно не пожалеете. Я, как игрок, который был твердо убежден в его бесполезности на протяжении долгого времени, признаю всю полезность скрюдрайвера, ведь именно он спас мой забег на 207-ю волну. Ваши враги – ваше оружие. При удачных обстоятельствах они сами способны истребить половину арены своими прожектайлами, взрывами и падениями. Насчет парирований задену лишь самые проблематичные атаки. Парирование турели. Достаточно проблематичная задача, ведь если вы ударите слишком рано или поздно, то в миг получите 50 единиц урона. Поэтому советую либо избегать самого выстрела, либо использовать чарджбэк, но даже так ваша защита не гарантирована. Парирование цербера. Это просто четкий тайминг, далеко не всегда может пригодиться. Парирование инсурекшиониста. Крайне рандомное, предсказуемое, но времени на реакцию дается очень мало. Поэтому если совершать парирование, то только во время айфрейма. Чарджбэк Моррисов. Данный мув требует хорошего понимания физики монеты и таймингов. Если есть возможность совершить, то лучше сделать. И самое главное, следите за своим количеством здоровья. Не позволяйте ему опускаться ниже 26. Ведь ниже этого значения вас способна убить почти любая атака. Все остальное набивается и приходит с опытом.
Применяя все перечисленное из прошлых актов, вы будете иметь огромное преимущество на арене. Никогда не давайте врагам вас отбросить далеко за пределы платформы. Грамотно используйте каждого встречного противника. Бывает, его лучше оставить живых, чтобы после использовать как оружие. Парирование — это жизнь. Чем больше вы их совершаете, тем больше у вас будет стиля и здоровья. Спасибо за просмотр. Буду рад, если вы до этого момента досмотрели. Кто меня может помнит, то сразу скажу. Да, это полное переосмысление моего прошлого видео по кибергринду. Я осознал, что практически ничего полезного я не рассказал, да и уровнем монтажа с озвучкой можно было только соболезновать. Если у вас имеются какие-либо вопросы, то я буду готов ответить на них в комментариях. Это мой первый проект в Premiere Pro, поэтому с видеорядом и озвучкой могут быть проблемы. Надеюсь, я смог помочь вам данным роликом. Всем удачи и пока. Ну, чё? Пиздец, блядь. Я просто вспоминаю мем. Или я начинаю это... Ой. Гол!